Книга 15. Тао. Путь Вознесения. Голографическое знание и предки. У древних предков есть доступ к голографическому знанию. Голографическое знание связано с голографическими планами, содержащими всю ДНК, которая когда-либо существовала в рамках человеческой формы, в любом измерении, где существует жизнь, внутри или за пределами каждого великого центрального солнца. Когда восходящие люди получат доступ к голографическому знанию, у каждого будет вся информация, которую он запрашивает с целью возноситься на любом заданном уровне. Минимальный уровень восхождения, необходимый для подключения к голографическому знанию, это 4200 единиц посвящений, после которого существенная модификация в области сердечной чакры открывает тысячелепестковый лотос, чтобы позволить литься голографическому знанию. Человеческая голограмма располагается в сердечной области, но сначала необходимо наработать состояние, когда через вашу форму будет протекать достаточно большое количество энергии, которое сможет обеспечивать доступ к запрошенному знанию. Восходящим людям, за которыми стоят предки, позволяющие продвигаться к посвящению уровня эволюции бодхисаттвы, 6000 единиц, отныне можно собирать предков, для которых обладание голографическим знанием было неотъемлемой частью их жизненного опыта, чтобы обучаться у них тому, как подключаться к такой информации в настоящее время. Голографическое знание, невыученное знание. Голографическое знание позволяет восходящему посвященному внезапно знать все, что знали его предки во время их воплощения. В том случае, если среди предков были одаренные ведуньи, или знахари, можно внезапно открыться информации о том, как исцелять, или как работать с растениями, чтобы излечивать форму, или поле других. Если предки были одаренными в определенном ремесле, или искусстве, восходящий может внезапно оказаться привлеченным к творческому самовыражению соответствующего характера. Если же предки были одаренными в водительстве других в качестве духовной способности, то восходящий может быть привлечен к тому, чтобы стать лидером в движении Вознесения. Возможно, что такое голографическое знание даже станет для вас новой восходящей деятельностью. В свое время, некоторым восходящим посвященным, не потребуется изучать что-либо вовне, они будут просто знать изнутри, и исходя из такого знания, следовать за своей истиной, позволяющей выражать способности и таланты в своих жизненных реалиях. Каждый просто требует такового, в намерении вознестись, и открыться своему голографическому знанию, а затем позволить выражению такого знания разворачиваться на физическом плане. Часто, посвященные испытывают желание как-то помочь, отблагодарить своих коренных предков, которые вели их в ходе Вознесения. Они понимают, что каждый из этих народов живет в нелегких условиях, либо в резервации, либо они лишились своей земли в настоящее время, из-за манипуляции правительства. Однако, проявление себя в качестве лидера этих народов, возможно, никак не является вашей ролью. Вместо этого, вы можете осознать, что все ваши знания просто станут частью этих народов, когда они вознесутся выше 4200 единиц, так как при этом для них внезапно откроется голографическая информация. В сущности, все коренные, аборигенные народы должны пробудиться и вспомнить, как сознательно ткать грезу и командовать собственным будущим при новом руководстве. В Большом островном журнале предлагалась превосходная статья, в которой показывалось, что среди местного гавайского населения вновь начала проявляться голографическая память. Небольшая группа гавайцев собралась на той земле, что в настоящее время уничтожается под постройку еще одного курорта и серии дорогих домов. Данная группа, держа 24-часовую бессменную вахту, проводила медитацию, в которой призывала предков скреплять пространство таким образом,
чтобы прекратилось нанесение ущерба окружающей почве, и с тем, чтобы останки их родственников остались бы нетронутыми. Затем оставалось только пребывать в тишине и созерцать, и менее чем через неделю судебное разбирательство вынесло постановление в их пользу, и строительный объект был полностью закрыт. Это и есть сознательное намерение и плетение грезы в действие, возлюбленные. И чем большее число людей собирается, чтобы сосредоточиться на специфичной сфере, тем большую энергию задействует группа, чтобы изменить грезу в то направление, на которое выражалось намерение. Отдавайте себе отчет, что вам нет нужды чему-либо обучать людей с другой врожденной наследственностью. Поскольку путем вознесения каждый открывается голографическому знанию, каждый должен просто знать, что ему необходимо делать, для того, чтобы реализовать впереди новое время единства. Неожиданным образом, каждый вспомнит, как сознательно выразить намерение, и сознательно ткать грезу, и затем сконцентрироваться, или индивидуально, или коллективно, на том направлении, в котором вы, или группа желаете протекания грезы. При благоприятных итогах такого рода событий, каждый восходящий человек, или группа восстановит, вернут себе свою энергию, чтобы командовать собственной грезой, видя грядущий рассвет нового дня большего равенства и восстановления всего утраченного.